Итак, покажу вам отдельно, как ставится и разбирается каждый элемент. Также укажу все моменты затяжки каждого болта. Подшипник будем устанавливать по мануалу, не на ощупь там шайбу крутить или что-то дергать, по мануалу с цифрами, все точно. Также количество смазки указано в мануале в граммах, ничего гадать не надо, сделаем все прям четенько. Покажу каждую деталь, как она разбирается. Затем сняли в вот таком состоянии, убрали ржавчину гальваникой, вот это еще в процессе, все мокрое. Покрасили. Затем вот эти вот ступицы сам оцинковал в гаражных условиях и пассивировал в желтый цвет. Видео в описании поставлю. Вот эту вот шаровую тоже покажу, как запрессовывал. Задние сайлентблоки будем запрессовывать, вот они уже стоят. Развальцовывать вот эту гильзу. Также очень важно, нашел случайно совсем в мануале, расскажу дальше в видео. На 201 и 124 они ставятся по-разному, хотя рычаги одинаковые. Если покупать их в сборе, можно даже не знать, что вы ездите на неправильных рычагах. Опора амортизатора меняется, вот эти вот резинки стабилизатора меняем. Также новый щиток покрасил, потому что старый был погрызанный. И, в общем, все, поехали. Теперь, когда демпфер освобожден, можно беспрепятственно вытащить пружину. Так, вот эти два болта открутили и можем снимать крепление суппорта. Для этого нужно всего лишь открутить вот этот вот болт шестигранником. Всего лишь. Всего лишь. Всего лишь. Вот такой вот метод. Вот этот вот контакт медный. Будьте внимательны. Какая красота. Блин, ну что тут сказать? Эстетика. Перед тем, как я буду вытаскивать кольца ступочного подшипника, это все будет разбираться. Давайте закончим здесь. Значит, осталось снять щиток, открутить амортизатор, снять наконечник рейки. И затем у нас останется рычаг, вот на тех двух креплениях. Его снимаем. И еще два крепления стабилизатора. Одно и второе. Открутили, затем можно сразу снимать. Пыль, ржавчина, выработка оседает на вот этом сенсоре, так что ему для профилактики чистки не помешает. Буду использовать вот такой вот съемник. Все, открутили, теперь снимаем. Тут она только держится. Опаньки, и все.
Я, наверное, про рулевые все компоненты отдельно видео смонтирую. Ссылка будет здесь или в описании. В этом видео мы сконцентрируемся именно на подвеске самой. Поэтому вот это мы вытащили. Сейчас сайлентблоки вот эти вот. И выбиваем шаровую опору. Они очень хитрые. Они прячутся и ловят свои жертвы щупальцами, а потом давят их очень сильными челюстями. Сталь, алюминий, они вот оксидируются, буквально прикипают. Пытаюсь по нижнему краю окружности вот так вот ее разрезать. Аккуратненько разрезал, свернул в трубочку. Сейчас будем выбивать, и все будет окей. И вот это надо проделать 4 раза. Две остальных вот вышли хорошо, буквально. Тут развальцовку убрал, и буквально сразу вышли. Они, видите, здесь вулканизированы. Их в любом случае придется отрезать. Это, во-первых, нудно и сложно. А еще бессмысленно. Ничего не нужно отрезать. Смотрите дальше. Вот ступица, подшипник внутренний, точнее внешний, просто вытаскивается. Вот здесь нужно быть аккуратным. Это кольцо, с помощью которого датчик, сенсор ABS считывает вращение колеса. То есть, грубо говоря, это 1, 0, 1, 0 и скорость. Поэтому это никак нельзя нам повреждать. Осталось у нас 2 обоймы, на них тоже выработка, поэтому они, естественно, тоже меняются. Это смысл всей этой затеи. В общем, одно, второе. Смотрите, буду с вот этой стороны выбивать. Вот тут можно зацепиться. И, соответственно, вот здесь можно зацепиться. Вот и все, в принципе, без всяких проблем и без специнструмента. Если вы даже все это узнаете, пусть в этом видео хотя бы единственное полезное будет то, что нужно одевать очки. Если кому-то хоть один глаз спасу, я буду очень рад. Как и с задней подвеской, видео здесь будет, то же самое там делал. Это оригинальные рычаги Mercedes. И хотя бы поэтому уже стоит их сохранять. И, блин, реально, они в хорошем качестве. В хорошем качестве и в хорошей сохранности тоже. Это 2 разных параметра. Кто там? И ничего здесь насквозь не проржавело за 36 лет. А вот эту всю ржавчину по краям будем убирать galvanicой. No, Mr. Fish, you won't go to your family. You will go in this ёбаный тазик, блядь. Come on, Mr. Fish, it's a good place. В таком вот виде я деталь положил в ванну. Вот так выглядит сразу после гальванической обработки. Ржавчина полностью ушла. Если вы хотите по красоте, можно покрасить и ставить. Если хотите заморочиться, то можете положить преобразователь ржавчины, краску и потом ставить. Но если вам вообще очень скучно и делать нечего, можете в кислоту сначала положить, убрать ржавчину, потом антикор, потом краску, потом ставить. Ну или можете оцинковать. Видео поставлю здесь. Это преобразователь ржавчины. Ими уже заднюю подвеску обрабатывал, пока все держится.
Затем хамарит черный матовый. Такой же краской я красил вот эти тиски, когда восстанавливал. Уже годы назад. Ну, в общем, держится хорошо. Так, это обычный вазелин. Надежда, что все это пройдет у нас гладко. Сильно мы не можем нагреть тут с пламенем, потому что тут краска. А вот шаровую, как вы помните, я ложил в холодильник. Вот еще иней остался. Поэтому она холодная. И, скорее всего, мы сейчас увидим, что она просто очень легко войдет. Про шаровые я видео сделал, как я их смазывал. Нужно смазывать, зачем и чем, главное, смазывать. Тут видео поставлю. Вот эти вот выемки, вот эту и вот эту, нужно выстроить параллельно этой оси. Позиция важна, то есть она внутри несимметрично по окружности выполнена. У меня такое приспособление появилось для того, чтобы меньше стучать. Вот так установил в тиски. Думаю, так удобнее будет работать. В интернете вы можете увидеть эти рычаги, и написано, что они подходят на 124-й Mercedes, R129 и 190 V201. Но это не так, потому что в мануале написано, что вот эти вот сайлентблоки на разные модели ставятся в разной позиции и в разном месте. То есть сайлентблоки с одной пипкой ставятся на 124-м так, чтобы вот эти вот плоские стороны находились в передней части рычага в горизонтальном положении. То есть вот так. Оставшиеся два задние без вот этой одной пипки так, чтобы они находились вертикально. На 201-м Мерседесе это наоборот. Вот этот с одной пипкой. Плоская сторона 43 мм. Вот эта вот круглая сторона 51. Тот, который без одной пипки, вот с этими тремя, у него плоская сторона 44, а круглая сторона у него 50. То есть они разные и ставятся на разные модели в разной позиции. Также в мануале написано, что смазывать их при установке нужно мылом или нафталином. И ни в коем случае никакой смазки. Без специнструмента эти сайлентблоки сюда не задавить. Они сейчас уперлись вот этим вот местом. И если я сейчас буду прикладывать дальнейшее усилие, то просто-напросто будет сжиматься вот эта резинка и может повредиться. Для наглядности напечатал вам такую 3D-модель. Вот это вот шайба, цилиндр, соответственно. И вот эта внешняя обойма, вот она. Между ними везде резина. Получается, если давить сюда, мы резину будем на компрессию слишком нагружать. И наоборот, если мы будем давить только по внешнему кольцу вот этому, то внутри во втулке вот это место упрется, фиксируется. И получается, что мы будем резину вот эту вот нагружать на растяжение. Поэтому нужен такой инструмент, который будет давить одновременно сюда и сюда. И такой инструмент есть. Вот, только единственное, что... О, ну и ну, прям на нож упало. Ну так даже лучше, потому что вот такой примерно размер нам и нужен. Ох, ребятушки, сейчас тут сделал глупость, поделюсь своей невнимательностью с широкой общественностью. Запрессовал эти сайлентблоки, да? Если вы уже увидели ошибку сейчас, или еще лучше, если до этого, когда я показывал, то пишите в комментариях. Я вот реально тупил до последнего. Видите, как село? Нехорошо. Что-то не то. Вытянул назад еле-еле. Смотрите, что. То есть упирается обойма так, что при воздействии сгибается вот этот вот бортик. Причем он, не слабый, тут 1,5 миллиметра где-то. Думаю, ладно, хрен знает. Второй может лучше смазать, что вот мыло, опять же, все по-честному. Погнулся тут бортик один. Я дощечкой взял, молотком, поправить его. Вот он. Вот так должен рычаг выглядеть, а не вот так. Разумеется, без этих гильз они заходят намного легче. Ну, сила есть, ума не надо. Теперь сайлентблоки необходимо загильзовать и развальцевать вот этот конец гильзы. Сверху еще один болт. И в идеале его чуть-чуть нужно смазать для того, чтобы материал просто лучше скользил. И пару ударов. Вот эта сторона из коробки. А вот это наша сторона. После покраски хочу резьбу немного прочистить, для того, чтобы потом не было проблем с монтажом. Параллельно я уже облагородил коллектора, заменил подушки двигателя, передние и заднюю подушку коробки.
Одел чистые перчатки, и мы начинаем все по красоте собирать. Поехали. Во избежание проворотов втулок затяжка на нагруженной подвеске. Момент затяжки 110 после настройки развала. Первым делом хочу прикрутить поворотный рычаг к ступице. Оба болта по 80 ньютон-метров. Новые гофры нужно натянуть на вот эти вот ушки. Здесь по 20 ньютон-метров. Здесь момент затяжки 60 ньютон-метров. Шаровая к ступице 125 ньютон-метров. Также по мануалу вот эту щель необходимо забить воском. На этих трех болтах по 110 ньютон-метров, потому что они у меня все М12. Если вот этот болт М14, здесь 200 ньютон-метров. Вот это новые втулки стабилизатора. Те, которые с тефлоновой поверхностью, при монтаже ничем нельзя смазывать, потому что любая смазка будет нарушать смысл конструкции и также может нарушить даже тефлоновый этот слой. Те, что без тефлонового слоя, просто резиновые, их предписано по мануалу смазывать нафталином при монтаже. Стабилизатор тоже нетривиальная вещь. У него есть две разных позиции. В одной концы смотрят вниз, и центральная часть смотрит вниз, и в другой позиции центральная часть выгнута вверх, и также концы смотрят вверх. Так вот, в моем случае он ставится так, чтобы концы смотрели вниз, и центральная часть тоже вниз. В противном случае она в центре упирается в поддон, а в районе крепления к рычагу резинка будет стоять не перпендикулярно. Если у вас она тут стоит как-то наперекос, то уже задумайтесь, правильно ли вы поставили стабилизатор. Установка стабилизатора происходит при нагруженной подвеске. 20 ньютон-метров. Шучу. Болт ограничителя поворота ступицы 45 ньютон-метров. По 10 ньютон-метров. Эти болты всего лишь держат датчик, по мануалу здесь 8 ньютон-метров. В случае смазки нам также гадать не приходится. Смазку я выбирал, показывал вам как, по каталогу Mercedes. Все жидкости там указаны. В ступичные подшипники вот сюда внутрь нам необходимо положить 55 грамм. И 15 грамм необходимо положить в защитную крышку. Как вы думаете, сколько это грамм? Мне кажется, это около 15. Ровно вот такое количество нам нужно забить вот сюда. Видите, подходит идеально по диаметру. Вот и все. Снимаем. И он наполнен. Пыльник. Вот так получилось. По мануалу допуск лежит в диапазоне от 0.01 до 0.02. На этом приборе это соответствует двум делениям. Ну вот так, думаю, можно оставить. Тему ступичного подшипника хочется раскрыть немного больше, поэтому про него я сделаю отдельное видео. Здесь только основная информация. 10 ньютон-метров. Оба болта по 115 ньютон-метров. Эти два по 35 ньютон-метров.